Приветствую всех! Вы на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня я буду печь армянскую гатту. Кто не знает, что это такое слоистое печенье с вкусной сладкой начинкой. Это национальная выпечка армяне. Ни один праздник, ни одна свадьба не обходится без этой вкусной выпечки. У меня муж армянин, он ее просто обожает и частенько просит ее приготовить. И для этого я просила 400 грамм муки высшего сорта. Затем я взяла 200 грамм замороженного сливочного масла, припыляю мукой и натираю на мелкой терке. Все время обмакивая в муку. Немного потерла и затем беру протертое сливочное масло и перемешиваю его с мукой, чтобы оно не слипалось. И продолжаю дальше натирать. Когда все масло натерла, затем тщательно руками перетираю вместе с мукой в мелкую крошку, чтобы каждый кусочек был обвален в муке. Затем я подготовила 200 грамм сметаны, добавляю туда одно яйцо, щепотку соли, 1 столовую ложку сахара и 1,5 чайной ложки разрыхлителя и ванилин или ванильный сахар. И затем вилкой все хорошо перемешиваю. И вливаю сметану в крошку. Размешиваю сначала ложкой, а затем кладу на рабочую поверхность и собираю все тесто в комок. Месить долго не нужно, задача собрать в единый комок. Месить нужно быстро, потому что оно греется от рук и масло тает. И теперь готовое тесто я делю на 2 равные части. Каждую часть я кладу в пакет и отправляю в холодильник минимум на полчаса, а лучше на час. А теперь готовим хорис. Я взяла 250 грамм просеянной муки, обжарила ее на сухой сковороде до вот такого красивого цвета, и пахнет она прям орехами. Обжаренную муку нужно обязательно просеять через сито, чтобы не осталось ни одного комочка. Всыпаю 200 грамм сахара. Все перемешиваю, добавляю ванилин и вливаю 50 грамм растопленного сливочного масла. И теперь тщательно растираю все с маслом. Хорис не должен быть сильно сухой и не сильно влажный. Это очень важно, от этого зависит качество выпечки. Готовый хорис должен браться вот так комком и держаться. И когда его тронешь, он вот так разламывается. Если делаете хорис с орехами, то проверять так на комок нужно только после того, как добавите орехи. Если хорис будет суховат, то добавьте еще немного масла. Гатту можно готовить и без орехов, только обжаренная мука, сахар и масло. Тоже получается очень вкусно, потому что обжаренная мука сама имеет ореховый вкус. Я подготовила орехи, обжарила их в духовке 180 градусов 10 минут. Орехи я взяла грецкие и фундук, можно взять то или другое. Слегка орехи перемолола не в пыль, чтобы оставались маленькие кусочки. Так будет вкуснее. Все я высыпать не буду, это очень много. И вот я вижу, что начинка у меня суховата. Я добавлю еще пару ложек сливочного масла. Ну вот, тесто уже отлежалось у меня, пролежало оно час в холодильнике, аж замерзло так, что раскатывать аж тяжело. А раскатать нужно в тонкий пласт, примерно 2 мм толщиной. Хорошо нужно припылять мукой, потому что тесто очень нежное и будет прилипать к поверхности. Ну вот, тесто раскатала, вот такой толщины оно получилось. И теперь кладем нашу начинку. Разделила хорис на 2 части. И теперь выкладываем на тесто. Равномерно распределяю начинку по всей поверхности, не доходя до краев, оставляю 2 сантиметра. Затем руками придавливаю начинку, как бы вдавливая ее в тесто. Немножко можно похлопать, чтобы она хорошо держалась. И теперь с одного края тесто заворачиваю и начинаю сворачивать в рулет. Осторожно, завернул, можно слегка прижать. И так до конца сворачиваем в рулет.
Рулет положила швом вниз, скалку припылила мукой, и теперь нужно осторожно, вот так слегка придавливая, прокатать. А затем можно сделать вот такой рисунок вилкой. Это стандартный рисунок. Делается он сначала в одну сторону, а затем в другую. И получается как крест-накрест. Это стандартный рисунок готы. Затем беру я рифленый нож, припыляю мукой и нарезаю на вот такие кусочки. Или треугольником, или просто полосочкой. Треугольником мне даже больше нравится. Затем выложила на противень и смазываю желтком с ложкой молока. И отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке, до румяной красивой корочки. Ну вот, выпечка и готова. Посмотрите, какая это красота. Ну кто откажется от такой вкусной и красивой выпечки? А какие ароматы стоят! Ой, орехового печенья, мамма мия! Ой, это же просто аж голова кружится. Посмотрите, какое слоистое, красивое печенье. Сколько там слоев, и все это с вкусной прослойкой. Сейчас я разломлю вам и покажу, какое оно внутри. Посмотрите, сколько начинки, сколько слоев. Боже, как же это вкусно! Если хоть раз приготовите готу, вы не сможете забыть этот бесподобный вкус и будете готовить ее вновь и вновь. Ну и если понравилось видео, не забудьте подписаться и поделиться этим видео со своими друзьями. Всего вам доброго, удачи на кухне, до новых вкусных встреч, пока-пока!